протяжении вот уже целого столетия город Абасири на северо-востоке Хоккайдо до сих пор считается местом самой известной и самой страшной тюрьмы Японии. Тюремный комплекс занимает достаточно большую площадь в несколько десятков гектар. Ее окружают бескрайние поля и невысокие сопки. На территории насчитывается 25 зданий, 8 из которых являются важным национальным культурным достоянием, а 6 – материальным. Такие были открыты. Интересно, а зимой как там стекла какие-то? А, да, там стекла, вот. Стекла и окошки такие были открыты для проветривания. Вот еще один барак. Что-то вот тут вот говорит он. Эти маленькие домики являются разборными переносными бараками, в которых заключенные обедали и отдыхали в тихий час. Такие мобильные бараки использовались для работы за пределами тюремной территории. Они очень легко и быстро собирались и разбирались на новом месте, что позволяло хоть на немного разгрузить заключенных от чрезмерного тяжелого труда. Коровий навоз. Абасири была одной из 5 крупных тюрем, учрежденных мандатом на использование заключенных в качестве рабсилы для расширения и развития земель на острове Хоккайдо. Это вот эти поля, мимо которых мы проезжали, кстати. Вот вам и тюрьма. В связи с этим было решено создать сельскохозяйственные предприятия, поэтому именно это исправительное заведение стало центром производства сои и мисо. И вот сено обрабатывали. Наковальня. Ежегодно арестанты обрабатывали 17 миллионов квадратных метров земли, и так как тюрьма находилась на продовольственном самообеспечении, им приходилось выращивать на местных полях рис, соевые бобы, редьку и другие традиционные овощи, которые потреблялись в ежедневном рационе. Это вот амбар, в котором делали соленья. Ничего себе. Такие бочки большие. На территории тюрьмы расположены 2 сувенирных магазина, один из которых находится в административном здании, а второй сразу на выходе за воротами музея. В первом можно приобрести подарочные наборы в виде футболок, фартуков, хозяйственных сумочек, рюкзачков, чашек для мисо, брелки с божеством-хранителем Ниппопо с тюремной символикой Абасири. Другая лавка, скорее всего, больше подходит для сладкоежек. В ней можно купить недорогие подарочные наборы, печенья, конфет, шоколада и много других японских вкусностей, тоже с тюремной маркировкой Абасири. Старое здание, слушай. Туалет. У нас такие же крючки до сих пор, вот. Туалет, но там уже ничего нету, там убрали. Заключенные питались в общей столовой, расположенной недалеко от главных бараков. Ежедневный рацион в основном состоял из риса, супа мисо и одного вида овощного соленья.
На обед было отведено всего полчаса. При этом каждый заключенный, сидя перед своей порцией, должен был сидеть с закрытыми глазами и ждать, пока не дадут команду к приему пищи. Нарушение каралось карцером. По праздникам разрешалась рыба или мясо. И только один раз в Новый год выдавалось традиционное японское новогоднее блюдо в придачу с фруктами и 2 видами сладостей. Это мисоширо, да, было? Вот мисоширо, ничего себе, как это, как настоящее. Рис мисоширо и цукини блюдо японское. Чипсы, вот такие вот сладости выдавали на Новый год заключенным. В принципе, такое сбалансированное питание, рыба, но на Новый год только. Здание столовой было совмещено с кухней, в которую входила небольшая столярная, где непосредственно производились предметы пользования для кухни, а в самом конце находилась отдельная прачечная. На 2 этаже сразу располагались камеры, чтобы заключенные вовремя успевали на смену. На весь комплекс в пользование предоставлялся отдельный туалет, огороженный стеклом. Это туалет? Как то? А куда они 10 ходили? Туалет такой был. Нифига себе. Точно. Вот раздетый со штанами с ним. Это туалет такой был. Это стояли вот такие ведра, да, и ведра ходили. Это вот. Это вот прачечная, да, была? Это вот эти об камни, наверное, здесь стирали, вот это видят. Всего того, что мы проходили, вот где стирали. Где овощи вот насушили, вот это выращивали. Даже была вышка, мы что-то до вышки не дошли еще пока. И класс, где обучали. Ого, он еще и головой крутит. Туалет. Точно, это туалет. Вот такой туалет был. Старая тюрьма действовала с 1890 по 1984 год. Затем постройки были снесены, и большинство из них аккуратно перенесли с окраины города Абашири на новое место к склонам горы Тенто. Позже на первоначальном месте было отстроено современное исправительное учреждение, которое используется до сих пор, а старая тюрьма преобразована в музей. Недавно некоторые музейные здания были отремонтированы с небольшими изменениями. Пыткой для любого заключенного являлось направление на строительство дорожных работ, в которые на тот момент было задействовано 1115 человек. Этот труд считался самым изнурительным, лес валился вручную, и у каждого заключенного к ноге были прикованы тяжелые железные оковы с огромным шаром-грузилом, чтобы они не смогли сбежать, подавшись в леса.
В одном из залов посетителям предлагается приковать железный шар грузила к ноге и попробовать пройти с ним несколько шагов. Это, конечно, все интересно, но одновременно и очень сложно, если хотя бы на минуточку представить, что ты носишь этот массивный набалдажник 24 часа в сутки, выполняя чрезвычайно утомительную и опасную работу по строительству дороги в огромном лесу. Если честно, то от такого предложения остается какое-то неприятное ощущение, которое невозможно передать словами. Это мы пришли на пункт номер 15. Ничего себе, какой длинный. Мы прошли практически весь маршрут. Административные здания, тюремные бараки, амбары с сельхозтехникой и сельскохозяйственной продукцией, столовую с прачечной и многое другое. Но самым впечатляющим является тюрьма, состоящая из 5 удлиненных построек в форме лучей, смоделированная по аналогичной бельгийской тюрьме, где здание охранников расположено в центре, что позволяет одновременно контролировать каждое крыло. Ежедневно заключенные должны были исполнять ряд жестких правил, которые существуют до сих пор и в современных тюрьмах. Слушай, а вот это что это такое было? Это туалет? Категорически запрещалось смотреть надзирателю в глаза, разговаривать в неположенное время, так как на общение было отведено специальное вечернее время. Также, находясь в сидячем положении, вставать можно было только по команде охранника. Неправильная маршировка во время прогулки, поднятый взгляд на охранника, поворот головы во время приема пищи – все эти нарушения могли повлечь за собой наказание в карцере, но даже и там наказанный должен проводить время, сидя в определенной позе около 5 часов. Эта поза на поджатых ногах, глядя в стену перед собой. Изменение позы недопустимо. Затекшие ноги или ноющие суставы никого не волновали. Такой моральный ад и тяжелую физическую нагрузку вынести удавалось не каждому. То есть вот тут вот круговое такое здание, которое разветвляется в 5 сторон. То есть вот там мы были 1, 2, 3, 4, 5. Нифига, как продумано бы. Как продумано сделана тюрьма. Тут вот пункт специальный. И надзирательный участок. Это надзирательная будка. Ну да, круто. И сразу смотришь в 5 частей. Здесь еще будка. Банная инсталляция, пожалуй, одна из самых впечатляющих. Принятие горячих ванн было единственной отдушиной для каждого заключенного. На нее отводилось всего 2 посещения в неделю. При этом время зимой строго ограничивалось, и каждому на помывку предоставлялось всего 15 минут, а летом время увеличивалось до 30 минут. Надзиратели здесь, это 3 надзирателя получалось, да? 3 надзирателя на 2 вот таких больших ванны. Кто провинился? А, это карцер, во. Это карцер. Это вот это карцер. То есть вообще вот такая маленькая клетушка. И
Так, это получается вот оттуда его заводили, вон оттуда, да? Да, вот с этой маленькой двери его заводили. И он сидел в карцере. А сзади как там что? А сзади вот такая дверь. Вот. Во всех японских тюрьмах всегда блеск, порядок и чистота. Нет ни малейшего намека на антисанитарию, каких-то беспорядков или даже насилия. Но почему тогда даже самые матерые якудза, отсидевшие не один срок, страшатся снова попасть в тюрьму, считая места не столь отдаленные слишком страшными? Все дело в жестком, но эффективном режиме японских тюрьм. Каждый попавший в исправительное заведение в Японии обязательно столкнется с безжалостной машиной исполнения наказаний. Нет, это ни в коем случае не физическое наказание, это наказание моральное, состоящее из километровых списков правил и духовных тюремных понятий, которые не прописаны в обычных законах, но существуют с 1908 года и не менялись по сей день, потому что человек, приступивший закон по тем же тюремным понятиям, должен пройти очищение через страдания, и только тогда он может вернуться к нормальной жизни в цивилизованном обществе. Бентохору, как клуб, это был последний. Там, значит, проходили и всякие концерты для заключенных, как я поняла, и плюс еще как была джинджа. Джинджа, то есть совершали молебны в буддийском храме. Видимо, приезжали священники, жрецы с буддийского храма, и там молельни совершались. Магазинчик с различными сувенирами.